сахаром. И вилочкой просто это все дело разотру. Смешивается все легко. Если у вас творог крупинчатый, то лучше всего, наверное, будет приготовить это тесто при помощи блендера. Мне больше нравится делать такие вещи вручную, потому что, как правило, готовится это все с утра, не хочется доставать дополнительно технику, что-то там жужжать. Удобнее всего сделать все ручками. Теперь добавлю яйца. Масса смешалась, добавляю муку. Для сырников в духовке я не делаю какое-то жидкое тесто, потому что более жидкое тесто дает эффект творожной запеканки. Для меня это будут такие более уже порционные мини-творожные запеканки. А вот сырники сырники хочется, чтобы были поплотнее все-таки. Видите, какое густое тесто получается. В самом конце добавляю изюм. Если вам очень нравится, вы можете предварительно замочить его в каком-нибудь ароматном алкоголе, в коньяке, в роме и вмешать его в сырники в таком виде. Если же изюм вам не нравится, вы можете попросту его не добавлять. Сырников я использую такую вот силиконовую форму, ее сейчас немножечко мазну маслом ги, буквально вот трону слегка, потому что из силикона все выходит замечательно. По сути, я больше смазываю дно, бока особо не затрагиваю. Главное, чтобы сырничек хорошо отошел от дна, а дальше уже будет его вытащить очень просто. Тем более из силиконовой формы, из которых вообще все выходит замечательно. Раскладывать тесто буду при помощи ложки для мороженого. Я разложу тесто, а потом еще при помощи ложки его немножечко утрамбую и распределю. Сырнички получаются такие довольно увесистые. Можно укладывать и по одной ложке, но это уже на ваше усмотрение. Я не выдержала и перед отправкой в духовку все-таки перераспределила тесто для того, чтобы все было красивенько, все-таки видео снимаю, поэтому у меня получится 8 штучек. Сырники я буду выпекать в духовке при температуре 175 градусов в течение 20-25 минут. Ориентируйтесь на аппетитный румяный цвет. Гляньте, какими красивыми получились мои сырники. Какие-то хотели сбежать, но мы им не дали. Горячая, пряная, ароматная шакшука. Эту яичницу я готова есть на завтрак, на обед и на ужин. Вкуснее всего прямо со сковороды, обжигающей горячую от температуры и приятно острую благодаря специям. Можно даже не брать приборы, просто вооружитесь парочкой кусочков вкусного хлеба. Первым делом подготовьте основные ингредиенты. Лук очистите, помойте и нарежьте кольцами. Иногда в парее бывает песок, в этом случае уже нарезанные кольца лучше промыть. Обычный лук просто нарежьте. Помидор разрежьте пополам, а затем нарежьте небольшими кусочками. Если не любите кожицу, удалите ее, предварительно обдав помидор кипятком. Я не заморачиваюсь, честно говоря. Так как я готовлю пока не в сезон, использую один свежий помидор и томаты в соку. Если они целые, разминаю слегка вилкой. Если обнаружите кожицу, снимите. Специи необходимо истолочь в ступке или побить скалкой в каком-то пакете. Так мы поможем им дать нам больше аромата. Не нужно измельчать их в однородный порошок, просто нарушите целостность зернышек. Ну а теперь готовим. Я беру небольшую сковороду, в которой удобно шакшуку подавать индивидуально. На небольшом огне нужно разогреть сковороду, влить растительное масло и отправить туда кусочек сливочного. Растительное масло поможет сливочному не гореть, а при этом аромат сливочного масла очень круто раскрывает аромат парея, а также подчеркивает вкус помидоров. В масло всыпьте специи, это даст им раскрыться. При этом следите, чтобы специи не подгорели, они просто должны прогреться в масле, и оно насытится ароматами. Отправляйте в сковороду лук.
лук. Если используете не сушеный чеснок, а свежий, вместе с луком отправляйте в сковороду и его. Перемешайте, чтобы лук покрылся маслом со специями, накройте сковороду крышкой и готовьте 1-2 минутки, пока лук не размягчится. Когда лук станет мягким, отправляйте в сковороду помидоры. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще минуту. Отправляйте в сковородку помидоры в соку. Перемешайте, приправьте солью и перцем. Оставьте соус тушиться на 2-3 минуты. Ингредиенты должны объединиться, соус станет более густым и обволакивающим. Теперь при помощи лопатки я делаю 2 углубления в томатном соусе и вбиваю в них по яйцу. Углубление опция не обязательная, но мне нравится, как аккуратно выглядят яйца в таком случае. У каждого свое местечко. Теперь, если вы любите глазунью, оставьте готовиться шакшуку без крышки. Если же не любите глазунью, накройте сковороду крышкой и готовьте, пока белок не окрепнет, но желток при этом должен остаться жидким. Это очень важно, я бы даже сказала, что это самое главное. Подавайте шакшуку сразу с огня, без промедления. Она должна быть горячей, так сказать, отовсюду, и по температуре, и по вкусу. Дополните блюдо рубленой зеленью и несколькими кусочками хлеба или питой. И наслаждайтесь. Хорошо пропеченные сырники, которые остаются невероятно нежными. Мои сырники без муки именно такие. Идеальный завтрак. В этом видео все как я люблю. Один базовый рецепт и возможность его видоизменять под ваши вкусы. А это значит, что такие сырники вам не наскучат. Итак, в удобную для смешивания миску отправляйте творог и добавьте к нему сахар. Добавьте ванилин или ванильный сахар. Вбейте яйцо. Перемешайте массу до однородности. Делю базу на 2 части. Одна часть сырников будет с манкой, другая с овсяными хлопьями. Сперва всыпаю к каждой части по 1 столовой ложке сухого ингредиента и в процессе перемешивания определяю, стоит ли добавить еще. В зависимости от влажности конкретно вашего творога это стоит делать на глаз, но в целом на общую порцию из 400 грамм творога я использую от 2 до 4 столовых ложек сухого ингредиента. Дайте смеси постоять в течение 15 минут. Так как мы тут используем не муку, а манку и овсянку, им нужно немного времени, чтобы начать впитывать влагу из массы. Каждую порцию творожной массы делю на 6 частей, итого из общей порции получается 12 штук. Приступаю к формовке, о которой говорила в начале видео. Присыпаю каждый комочек творожной массы мукой, расплющиваю его, беру широкую вырубку для печенья и вращаю творожную лепешку при помощи формочки. Сырник получается идеально круглый, аккуратный, и это очень быстро. Мука не даст лепешке прилипнуть к рабочей поверхности, и при этом движения должны быть быстрыми. В этот раз я делаю сырники плоскими. В моем видео стандартных сырников они высокие, бочоночками. Вы сами определяете, какой высоты хотите сырники получить. Хотите повыше, не расплющивайте комочек массы перед формовкой слишком сильно. Если вы планируете готовить эти сырники абсолютно без муки, влажными руками формуйте из массы лепешки и сразу же отправляйте их обжариваться на разогретом масле. Когда образуется поджаренная корочка, она не даст сырникам расползаться. Сформованные сырники отправляю обжариваться на сковороду, влив растительное масло. Готовлю по 3 минуты с каждой стороны на минимальном огне под крышкой. Ориентируйтесь на вашу сковороду и на вашу плиту. У меня работает именно это время. На сухой сковороде такие сырники я никогда не жарю, так как раскаленное масло позволяет сформироваться корочки, и так как эти сырники более влажные и нежные, чем стандартные с мукой, эта вот корочка им помогает оставаться целыми и аккуратными. Переворачивать их следует тоже аккуратно. Иногда в процессе я цепляю верхушку сырника, но это не критично. Посмотрите, какими красивыми получаются эти сырники без муки. Сразу после выпечки они невероятно нежные и мягенькие. Эту пару салатов вы можете смело готовить из любой капусты. Из обычной, из пекинской, из краснокочанной, но с молодой капустой они по-особенному нежные, легкие, хрустящие и сочные. Оба очень разные, но оба прекрасно дополнят самые разнообразные основные блюда. Один салат будет очень ярким с островатой арахисовой заправкой, а второй спокойный с прекрасно сбалансированным кисло-сладким вкусом благодаря заправке и добавлению яблока. Ароматным его сделает сельдерей, а орешки добавят хруста. Приветствую вас на своем канале, меня зовут Галина Артеменко. Продолжайте смотреть, и без вкусного салата вы точно не останетесь.
Первым делом готовим заправку в банке. Мой любимый способ. В банку отправляйте арахисовую пасту, добавьте к ней мед. Добавьте лимонный сок. Влейте растительное масло и рыбный соус. Если нет рыбного, используйте соевый. Рыбный соус привносит соленость, усиливает остальные вкусы и придает заправке по-настоящему азиатское настроение. Приправьте заправку солью и перцем, а также добавьте острый соус из чили для пикантности. Если же вы вообще не любите острое, просто исключите этот ингредиент. Перемешайте смесь, чтобы помочь арахисовой пасте лучше разойтись, после чего закройте банку крышкой и хорошенько потрусите ее, пока заправка не станет однородной. На моем канале есть 2 больших выпуска с заправками для салатов. Ссылки на них я оставлю для вас в описании. С ними у вас точно не будет скучных салатов. Заправка готова, двигаемся дальше. Арахис порубите. Пускай это будут кусочки разного размера, которые сделают текстуру интересной. Нашинкуйте капусту. Обычно для этого дела я использую свой комбайн, но так как молодая капуста очень нежная, предпочитаю шинковать ее вручную. Сладкий перец помойте, очистите и нарежьте соломкой. Морковь очистите, нарежьте тонкими пластинами, а затем тоже нарежьте соломкой. Зеленый лук, его просто порубите. В миску или блюдо отправляйте капусту, ее будет больше всего, это база. К капусте отправляйте остальные подготовленные ингредиенты – морковь, сладкий перец и зеленый лук. Добавьте рубленый арахис. Небольшое количество отложите для подачи. Полейте салат арахисовой заправкой и аккуратно перемешайте его, чтобы излишне не измять капусту, но чтобы заправка распределилась. Посыпьте готовый салат отложенным арахисом. Начинаем с заправки. К сметане отправляйте мед, горчицу. Выжмите сок лайма или лимона. Добавьте луковый порошок. Если его нет, можно меленько порубить и добавить в заправку четверть луковицы. Далее следует соль и перец, по вашему вкусу. Перемешайте заправку и пускай настаивается, пока вы занимаетесь остальными ингредиентами. Орехи порубите. Мне нравится, когда кусочки разные по размеру, так интереснее. Орехи придают вкусу салата глубину благодаря маслам. Очистите корень сельдерея. Нарежьте его пластинами и порубите соломкой толщиной в пару миллиметров. Отправляйте сельдерей в большую миску. Нашинкуйте половинку капусты. Отправляйте капусту к сельдерею. Хорошенько вымойте яблоко, нарежьте его пластинами и порубите соломкой. Кожицу я не счищаю. Яблоки отправляйте в миску с сельдереем и капустой. Влейте сметанную заправку и всыпьте орехи. Для подачи можете отложить немного орехов. Тщательно, но деликатно перемешайте салат. Заправки не будет очень много, но так как капуста сочная, ее будет в самый раз. И при этом салат не получится излишне водянистым. Во время подачи посыпьте салат рубленными орехами. Этот простой и быстрый салат идеален на каждый день. Морская капуста в сочетании с овощами и яркой пикантной заправкой, а также дополненная вареными яйцами – это полезно, сытно и в то же время легко. Отличный рецепт для быстрого перекуса или как дополнение к любому блюду. Меня зовут Галина Артеменко, приступаем к приготовлению. Так как в готовой морской капусте зачастую есть немного маринада, я откидываю ее на сито, пускай маринад стечет. Теперь приготовим заправку для салата. Меленько порубите петрушку. Чем мельче вы ее порубите, тем сильнее будет ее аромат. Очистите и мелко порубите зубчики чеснока. Также вы можете пропустить их через пресс. В банку выжмите столовую ложку лимонного сока. Использую сито, чтобы потом не вылавливать косточки из банки.
Влейте в банку растительное масло. Добавьте горчицу. Приправьте заправку солью и перцем. Плотно закройте банку и хорошенько ее потрусите, пока заправка не превратится в эмульсию. Теперь добавьте в банку с заправкой ранее нарубленную петрушку и чеснок. Перемешайте. Эту заправку можно приготовить и заранее, она станет только лучше, когда настоится. Займитесь овощами. Огурец помойте, срежьте кончик, нарежьте пластинами. Нарежьте огурец соломкой размером около 3-4 мм. Разрежьте напополам луковицу и нарежьте ее перьями. Половинку перца тоже нарежьте соломкой. Кстати, переходите по ссылке в описании на мою большую подборку с салатными заправками. Там есть заправки на любой вкус. Овощи, нарезанные таким образом, будут прекрасно сочетаться с морской капустой. Теперь яйца. Отварите их вкрутую. Я их, как видите, даже переварила, но это не страшно. Очистите и нарежьте на четвертинки. Так салат будет выглядеть более ярко и презентабельно. А если нарезать яйца мелко, желток распадется и салат будет выглядеть не так аккуратно. Собираем. В салатник или на блюдо отправляйте морскую капусту. К ней отправляйте овощи. Перемешайте смесь. Разложите по салату яйца и полейте все яркой заправкой. Она уже успела настояться, и благодаря этому овощи и капуста заиграют. Подавать такой салат можно сразу, а можно через 2-3 часа, когда заправка еще сильнее обогатит вкус овощей. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, а также не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. В следующем видео я покажу, какими способами украшаю яйца к Пасхе. Я собрала свои самые любимые варианты в одном видео. Этот салат – покоритель сердец всех любителей картошечки и отличный вариант разнообразить свою ежедневную еду в холодное время года, когда овощей не так много, да и хочется еды сытной. Список ингредиентов к рецепту в конце видео и в описании. Чтобы сохранить себе этот рецепт, ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Картофель я отварила заранее. Получилась заготовка, которая экономит время на приготовлении. Также я заранее сделала заправку, которой это идет на пользу. Все вкусы объединяются и салат получается очень насыщенным. Первым делом разотрите горошины душистого перца или измельчите их другим удобным для вас способом. Добавьте зубчик чеснока и разотрите его вместе с душистым перцем. Вы можете и просто пропустить чеснок через пресс. Теперь необходимо порубить зелень. 2 стебля зеленого лука и 4 веточки петрушки. Постарайтесь порубить зелень как можно мельче. Мелко порубите четверть красной луковицы. У нее очень яркий, но при этом мягкий аромат. Вы можете порубить ее мелкими кубиками, как показано сейчас на видео, а для максимально насыщенного вкуса можно измельчить ее блендером. Для картофельных салатов такой вариант мне очень нравится. Теперь к 50 граммам кефира или йогурта добавьте душистый перец и растертый чеснок, а также 50 граммов майонеза. Я использую домашний, ссылку на свои рецепты оставлю в описании. Готовится за минуту. Отправьте в миску к заправке нарубленную зелень и лук. Щедро посолите и поперчите заправку. Тщательно перемешайте. Заправка готова. Пора приступать к основному процессу приготовления. Ингредиенты в сборе – это 6 отваренных картофелин, половина крупной красной луковицы, 200 граммов маринованных огурцов, 250 граммов бекона или грудинки, порция готовой заправки. Бекон или грудинку необходимо поджарить до румяного цвета, при этом жирок вытопится и текстура станет более плотной. У меня грудинка вареная, но лучше всего брать варено-копченую, чтобы вкус был густым, пикантным. Готовую грудинку выложите на бумажные полотенца и промокните сверху, чтобы убрать лишний жир. Главный ингредиент – картофель. Нарежьте крупно, не очищая от кожуры. Во-первых, так выглядит красивее, одновременно брутально и по-деревенски уютно. Во-вторых, кожура создает текстуру. В сезон очень круто использовать небольшой молодой картофель целиком. Также очень красиво в салатах выглядит розовый картофель. Можно использовать не только вареный картофель, а еще и печеный. Так что если у вас вдруг после запекания осталось какое-то количество несъеденного, готовьте американский картофельный салат. Нарежьте красную луковицу. Если у вас крупная, нарежьте ее четверть кольцами, а если небольшая – полукольцами или даже кольцами.
Добавьте в салат маринованные огурцы. Как я уже говорила, я использую свои пикули. Они уже нарезаны кружочками и имеют очень насыщенный кисло-сладкий вкус. Поджаренную грудинку уложите стопкой и нарежьте квадратиками размером около 1,5 см. Если вы используете бекон, а он обычно тоньше и после обжаривания становится хрустящим, можно просто поломать его руками. Отправляйте грудинку к остальным ингредиентам. Перемешайте салат. Я предпочитаю делать это руками, так как составляющие салата довольно крупного размера и руками получается делать это все аккуратнее. Заправлять салат соусом мне нравится уже во время подачи, поставив соус в небольшой емкости в центр самого салата. Так во время подачи все за столом могут рассмотреть, что в его составе, ведь после заправки салат выглядит уже не так аккуратно. Первым готовлю маринованный сыр. Процесс очень простой и быстрый. Первым делом нарезаю брынзу кусочками. Не режу слишком мелко, чтобы было удобно обращаться и чтобы она не очень крошилась. Сыр можно брать любой, твердый, полутвердый, это может быть фета или шарики из сыра лабне. Специи тоже можно использовать те, которые нравятся. Теперь готовлю маринад. Все удобно делать в одной емкости. Вливаю в банку яблочный уксус, отправляю туда же горчицу, соль и перец. Вливаю масло, добавляю травы и паприку. Закрываю банку крышкой и интенсивно встряхиваю, чтобы образовалась эмульсия. Я не мариную сыр чисто в масле со специями. Именно такой вариант рецепта можно встретить чаще всего. Дело в том, что для того, чтобы сыр насытился ароматами только из масла с травами, потребуется довольно много времени. Уксус же в составе маринада вместе с маслом поможет добыть и передать сыру ароматы намного быстрее. Более того, этот маринад – это по сути заправка винегрет, так что после поедания сыра можно просто заправить им любой салат. Отправляю в банку с маринадом нарезанную брынзу и отправляю ее в холодильник на час или сколько позволяет время. Так как брынза не залита маринадом полностью, пару раз за время маринования встряхиваю банку. Второй рецепт – корзиночки из лаваша со шпинатом. Хрустящие края и нежная начинка – это очень вкусно. Сперва режу сыр небольшими кубиками, чтобы в готовых корзиночках ощущались небольшие сырные очаги. Теперь отправляю в миску для смешивания размороженный шпинат и творог. Перемешиваю. Отправляю в миску сыр, немного соли и перца. Перемешиваю до распределения. Разрезаю лаваш на 12 квадратов. Теперь беру форму для маффинов и укладываю в каждый отсек по кусочку лаваша, формируя корзинку. Распределяю всю начинку. Ее не слишком много, чтобы оставить свободные края, которые станут очень хрустящими, и при этом влаги будет немного, так что нижняя часть лаваша не размокнет. Сверху посыпаю смесь хлопьями чили перца и паприки. Если не любите острое, используйте только паприку. Отправляю корзиночки в духовку, разогретую до 200 градусов на 12-15 минут. Моя бабушка сделала суп-харчо главным супом моего детства. Это не был классический рецепт, как и тот, который я предлагаю вам в этом ролике, но я обещаю, это будет очень вкусно. Суп получится более легким, потому что вместо говядины будем использовать курицу, но он получится очень насыщенным, пряным и густым, как и полагается супу харчо. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Галина Артеменко, и поехали готовить! Первым делом я замачиваю рис. Использую не шлифованный, но подойдет любой. Замочить его следует на пару часов, а можно и на ночь, если так вам будет удобнее. Теперь для того, чтобы придать бульону максимально насыщенный вкус, я отправляю кости в разогретую до максимума духовку. Нужно получить румяную корочку. Румяные остатки мясных соков, запекшиеся на дне, тоже нам понадобятся. Кости переложите в 3-литровую кастрюлю, а противень с мясными остатками залейте небольшим количеством воды, чтобы она их растворила. Влейте эту насыщенную воду к поджаренным костям и долейте еще воды, чтобы покрыть кости. Отправляйте кастрюлю на огонь, доведите бульон до кипения и варите его в течение 30 минут, после чего кости нужно будет извлечь. Этим временем очистите и мелко нарежьте луковицу. Обжаривайте ее на растительном масле, помешивая до румяности. Используйте небольшой огонь. Пока обжаривается лук, подготовьте заправку. Сливы очистите от косточек и грубо нарежьте. Если слив нет, используйте соус ткемали, пару-тройку столовых ложек. Грубо нарежьте помидоры. Если нет свежих, используйте консервированные в собственном соку.
Отправляйте помидоры и сливы в чашу блендера. Добавьте очищенный чеснок. Теперь нужны орехи. У меня были в скорлупе, так что пришлось немного поработать над добычей. Орехи придадут супу харчо насыщенный вкус и сделают его текстуру маслянистой и очень приятной. Отправляйте орехи к сливам с помидорами. Теперь добавим остроты. Я использую свой острый соус. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Можете взять просто сушеный острый перец. Также добавьте хмель и сунели. Эта приправа привнесет характерный аромат. Измельчите смесь до однородности. Получившуюся жидкость влейте в сковороду к луку и, помешивая, тушите в течение 7-8 минут. Она слегка выпарится, загустеет, а цвет станет более теплым, оранжевым. Пока тушится поджарка, нарежьте небольшими кусочками куриное филе и отправляйте его в кастрюлю с бульоном. Туда же отправляйте ранее замоченный рис. Оставьте бульон с мясом и рисом вариться в течение 20 минут. За это время дойдет до готовности поджарка, и вы успеете отделить остатки мяса от костей, на которых варился бульон. Теперь отправляйте в кастрюлю поджарку, мясо с костей и перемешайте. Посолите суп харчо по вкусу. Доведите его до кипения и дайте провариться еще в течение 10 минут, после чего огонь выключите и оставьте минут на 15 настояться. Подавайте суп харчо, дополнив его свежей зеленью. В идеале кинзой, но если не любите, подойдет и петрушка или базилик. Если ролик вам понравился, ставьте лайк. В следующем видео приготовим кое-что вкусное из ароматного сладкого перца. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить вкусное видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». В первую очередь готовлю заготовку для соуса. Отправляю в небольшую миску для смешивания паприку. У меня домашняя паприка, ссылку на нее я оставлю в описании. Также добавляю копченую паприку. Всыпаю кукурузный крахмал, который стянет соус. Добавляю мед, перец и соль. Теперь вливаю в будущий соус лимонный сок. Я использую готовый концентрат, вы можете использовать обычный свежий лимонный сок. Перемешиваю массу. Теперь мне осталось добавить только соевый соус. Апельсиновый сок можно использовать как апельсиновый свежевыжатый сок, так и яблочный, если у вас есть соковыжималка. И в самом конце вливаю томатный сок. Очень хорошо разогреваю сковороду и отправляю туда кожей вниз обжариваться окорочка. Готовлю в течение нескольких минут, пока кожа не зарумянится. Переворачиваю окорочка на другую сторону, жду буквально 1-2 минуты и выливаю к ним томатный соус. Накрываю все крышкой и буду готовить в течение 20-25 минут, время от времени крышку убирая и поливая окорочка соусом, для того, чтобы глазировка шла равномерно и окорочка получились очень глянцевыми и аппетитными. Прекрасное и бюджетное блюдо, которое точно оценят все любители рыбы, и особенно поклонники скумбрии. Вы можете замариновать рыбку заранее или же непосредственно перед приготовлением, а само приготовление займет всего лишь 15 минут. Сытно и в то же время легко, ярко по вкусу, но просто в исполнении. Сплошные плюсы. В целом, рыба с таким сильным от природы вкусом, как скумбрия, дает возможность поиграть и с сильными специями в маринаде. И в этом рецепте эту возможность я не упущу. Свежемороженую рыбу нужно заранее разморозить. Делать это лучше в холодильнике, чтобы оттаивание было медленным. Затем тушки нужно разделать. Сперва я делаю надрезы вдоль спинки и удаляю верхний плавник. Затем отрезаю голову. Далее, двигаясь от надреза внутрь тушки, отделяю хребет. В идеале так, чтобы убрать и реберные кости. Надрежьте кожу вокруг хвоста и удалите хребет, а также внутренности. Если остались какие-то пленочки, их удалите, а также извлеките оставшиеся кости. Затем разрежьте очищенную тушку на филе, вырезав нижние плавники. Выложите филе в один слой на какую-то плоскую тарелку кожей вниз. Приготовьте маринад. Для этого пропустите чеснок через пресс. К чесноку добавьте паприку, орегано и горчицу. Вы можете использовать как острую, так и неострую горчицу. Перемешайте смесь.
Добавьте соль, перец и влейте соевый соус. Если солености из соевого соуса в рыбе вам будет достаточно, дополнительно соль можно не добавлять. Ориентируйтесь на свой вкус. Перемешайте маринад до однородности. Так как скумбрия рыбка жирная сама по себе, я не использую в маринадах для нее масло. Распределите маринад по рыбе, смазав им каждый кусочек. Его будет щедрое количество, рыба получится насыщенной и очень вкусной. Теперь нужно закрыть рыбу пищевой пленкой и оставить для маринования. Если планируете готовить ее сразу же, оставьте при комнатной температуре минимум на 15 минут. Обычно я мариную рыбу, накрываю ее, включаю духовку, и пока духовка греется, рыбка напитывается ароматами, и за это время можно подготовить гарнир и салат. Если же вы делаете заготовку, скажем, с вечера или утром на ужин, уберите замаринованную рыбу в холодильник. Приготовление. Духовку разогрейте до 250 градусов. Рыбу выложите на противень, застеленный фольгой. Выкладывайте кожей вверх. Рыба уже впитала маринад, насытилась, и запекание кожей вверх сделает ее более красивой, чем если печь кожей вниз. Кроме того, кожа защитит ее от чрезмерного высыхания и сохранит сочность. Отправляйте рыбу в духовку, температуру убавьте до 220 градусов и готовьте в течение 15 минут. Прекрасное мясное блюдо из простых продуктов, которое готовится так легко. Именно поэтому я так люблю готовить его в будни. Подаю как горячее, а после остывания отличная закуска вместо колбасы. В ролике готовлю мясной хлеб, и это очень вкусно. Список всех ингредиентов я оставила в описании под видео. Начну с мяса, которое крупно режу для измельчения на мясорубке. Для этого рецепта подойдет абсолютно любое мясо, а также можно приготовить буханку из рыбы. Для ролика я готовлю метлов из комбинации куриного филе и свиной лопатки. Я чаще беру по ситуации то, чего хочется и какое мясо есть. Рецепт универсальный. Суммарно потребуется 1-1,2 кг мяса для большой буханки. По желанию можно использовать уже готовый фарш. Готовлю всегда большую порцию, потому что это удобно. Один раз все сделал, и пара-тройка дней есть запас. Теперь крупно режу овощи, которые я измельчу на мясорубке вместе с мясом. Режу крупно луковицу и кабачки. Лук придаст пикантность вкусу, а вот кабачки с их нейтральным вкусом я добавляю для нежности и сочности. Я никогда не добавляю в метлов сухари, они наоборот сделают его суше. В конце ролика я покажу детально, насколько нежным получается этот хлеб. К тому же совсем скоро уже пойдут молоденькие кабачки, так что рецепт не теряйте. Кроме того, вместо кабачков можно смело добавить самую обычную капусту, цветную капусту, брокколи, морковь и свеклу, шпинат, черешковый сельдерей. Можно комбинировать эти овощи, а еще можно добавить зеленый горошек целиком, тоже будет очень здорово. Приступаю к измельчению. Пропускаю через мясорубку мясо и овощи сразу вместе, установив среднюю решетку. Если используете уже готовый фарш, то просто измельчите овощи в блендере или другим удобным способом. Добавляю в фарш специи, всыпаю соль. Добавляю копченую паприку. Она добавит очень легкий и приятный аромат дымка и создаст шашлычное настроение. Добавляю молотый кориандр и черный перец. Вбиваю к фаршу яйца и тщательно вымешиваю фарш. Нужно вымешать не только до однородности, а еще и до того состояния, когда фарш становится слегка вязким, упругим. Часто по такому принципу вымешивают котлетный фарш, вот тут такая же схема. Если не хочется вымешивать вручную, используйте миксер с насадками-крюками, кухонный комбайн или планетарный миксер с насадкой весло или К, как для песочного теста. Вот таким должен получиться фарш. Он вязкий, и это значит, что готовый хлеб не будет распадаться и будет классно резаться. Теперь я смазываю небольшим количеством масла в форму для выпечки. У меня форма размером 12 на 22 см, это без бортиков. Можно выпекать в стеклянных формах, керамических, в упругих силиконовых, в разъемных круглых или в глубоком противне в виде пласта. Или вовсе в форме для порционных кексов, что есть, то и используйте. Отправляю в форму весь фарш. У меня количество фарша как раз помещается в мою форму так, чтобы получился красивый пузатенький хлеб. Заполняю форму и приглаживаю верх. Отправляю мясной хлеб в духовку, разогретую до 240 градусов, и пеку при такой температуре в течение 20 минут, а затем снижаю температуру до 160 градусов и пеку еще 50-60 минут.
Хлеб довольно большой, так что если будете уменьшать порцию, то и процесс будет длиться меньше. Ориентируйтесь по виду. Такой вот режим выпечки сперва схватывает хлеб внешне, а затем при сниженной температуре метлов пропекается уже по всей толще. В итоге хлеб не отдаст много сока наружу, большая часть сохраняется внутри, и я это покажу. После выпечки я даю хлебу отдохнуть в форме минут 10-15, прежде чем подавать как горячее. А если готовлю как закуску и альтернативу колбасе, то оставляю остыть прямо в форме и в выделившемся соке. А теперь разрезаю хлеб. Посмотрите, какая невероятная сочность. Текстура нежная, эластичная. Это очень вкусно и очень сытно. Готовлю ленивый гратен. В глубокой миске смешиваю сметану с яйцом. Добавляю пропущенный через пресс чеснок, а также соль и перец. Перемешиваю. Картофель очищаю и нарезаю тонкими пластинами. Использую для этого свой кухонный комбайн, но можно сделать это и вручную. Отправляю картофель в миску со сметаной и яйцом и перемешиваю все так, чтобы пластины картофеля были окутаны смесью. Смазываю форму для запекания растительным маслом и выкладываю в нее весь картофель. Натираю твердый сыр и распределяю его поверх картофеля. Готовлю гратен при температуре 200 градусов в течение 40-45 минут. Нет времени, но нужен сытный обед или ужин, и при этом так, чтобы набор ингредиентов был простым и уже был в доступе. Как раз эти ленивые вареники с картошкой – то, что нужно. Сытно, невероятно вкусно и готовятся практически из ничего. Помимо базового рецепта я поделюсь парой дополнительных вариантов, так что смотрите до конца. Первым делом подготавливаю картошку. Очищаю, мою, режу крупными кубиками. Картошку нужно отварить, но так, чтобы она не набрала много воды. Именно поэтому я отвариваю ее на пару, кусочками, потому что так будет быстрее. Как вариант, можно отварить картофель в кожуре, а затем очистить, но очистка в сыром виде для меня более быстрая, да и остывают кусочки быстрее, чем целые клубни. Итак, отвариваю кусочки на пару. В зависимости от конкретного картофеля время может уйти разное. Мой был готов за 25 минут. Даю картофелю остыть, после чего разминаю вилкой. Можно также воспользоваться толкушкой, а вот блендер использовать я не рекомендую, так как он сделает пюре клейким, и готовые вареники-ньокки будут резиновыми. Я разминаю массу так, чтобы в ней оставались небольшие кусочки для текстуры в готовых ньокки. Если хотите однородной текстуры, разомните картофель до максимальной однородности. Теперь к картофелю отправляю яйцо и соль, перемешиваю. Затем всыпаю муку. Так как клубни могут быть чуть больше или чуть меньше, тесто возьмет разное количество муки. Так что сперва я добавляю 1 стакан муки, это 160 граммов, а затем уже домешиваю еще, если необходимо. Тщательно вмешиваю муку. Я всегда оставляю тесто для ленивых вареников из картошки липковатым, мягким. Не ввожу в него много муки. Так готовые ньокки получаются нежными, не забитыми. И вот как раз в случае, если отваривать очищенный картофель просто в воде, он набирает больше влаги, и в тесто затем нужно вводить больше муки. Вареники так получаются более плотными и резиновыми. Сейчас хорошо видны оставленные мной кусочки. В начале ролика я обещала показать также пару вариантов, которые привнесут разнообразие. Очень ароматным тесто сделает пудра из сушеных грибов. Я просто измельчила их на кофемолке и добавляю по 1 чайной ложке порошка на порцию теста. По желанию количество порошка можно увеличить, чтобы получить более насыщенный грибной аромат. Добавляю пудру вместе с яйцом и солью, а дальше замешиваю, как и базовый вариант. Очень вкусные вареники получаются, если добавить в тесто натертый сыр. Вкус таких вареников будет очень сливочным, а текстура невероятно нежной. Тщательно вмешиваю сыр в картофельную массу до введения муки. Обычно в тесто для сырных ленивых вареников муки входит меньше 140-160 граммов. Кстати, на моем канале есть рецепт сладких творожных ленивых вареников. Там целых 6 вариантов в одном ролике. Ссылка будет в описании.
Независимо от того, базовый это вариант или с добавками, формую все ньокки одинаково и максимально лениво. Делю тесто на порции, из которых удобно выкатывать жгуты, а затем режу брусочками. Можно сделать их продолговатыми или квадратными, или придать вот такую форму, как у меня в варианте с добавлением сладкого перца. Я придала ее вареникам при помощи коврика для суши. В большой кастрюле довожу до кипения воду, солю ее и вливаю немного растительного масла, чтобы вареники не слипались во время варки и не прилипали ко дну. Отправляю вареники в воду, деликатно перемешиваю и жду, пока всплывут. После того, как всплыли, варю в течение 1 минуты и достаю. Подавать можно с маслом, с мелко рубленной зеленью, со сметаной или сливками. Главное, чтобы вкусно было именно вам. Свежая, молодая, хрустящая капуста хороша не только в салатах. Попробуйте ее в пироге из этого видео и насладитесь тем, каким нежным он получается. Более того, мы приготовим не один, а целых 2 капустных пирога, используя один рецепт. Один пирог будет более текстурным, и он однозначно понравится всем, кто любит голубцы, потому что капуста в нем будет готовиться в виде целых толстых стейков. Второй пирог будет более нежным и текстурно однородным за счет того, что овощи будут полностью залиты тестом. Зато этот пирог порадует более ярким ароматом. Он будет готовиться с полосками подкопченной грудинки, аромат которой обогатит весь пирог. Первым делом я смазываю сливочным маслом формы, чтобы потом с этим не возиться. К списку добавьте масло для смазывания форм и сбрызгивания капусты, а также ароматные специи по желанию. Начнем с грудинки или бекона. У меня 7 полосок. 3 полоски я сразу откладываю, они пойдут для верха одного из пирогов. Если на грудинке есть кожа, ее нужно срезать. Оставшиеся 4 полоски нужно нарезать тонкой соломкой, тоже срезав с них кожу. Разогрейте большую сковородку и отправляйте туда жир и нарезанную грудинку или бекон. Готовьте на среднем огне, пока грудинка не начнет вытапливаться, но до зажаренности доводить кусочки не нужно. Этим временем нарежьте кольцами или полукольцами лук. У меня лук разного размера, так что я режу и кольцами, и полукольцами. Отправляйте лук в сковороду и готовьте, время от времени помешивая, до мягкости лука. Воспользуйтесь временем приготовления лука и натрите на крупной терке морковь. У меня паническая боязнь разных терок, так что пользуюсь своим комбайном. Отправляйте морковь в сковороду к луку. Перемешайте и накройте крышкой. Пускай морковь слегка пропарится и станет мягкой. Готовьте несколько минут, время от времени помешивая. Приправьте овощи специями, солью, перцем, а я также подключила смесь к мясу, в которой есть куркума, кориандр, паприка. Выбирайте по своему вкусу или же ограничьтесь солью и перцем. Перемешайте овощи и выключите огонь. Переложите половину овощной смеси в какую-то широкую тарелку, чтобы эта часть быстрее остыла. Займитесь капустой. Разрежьте качан надвое и с центральной части отрежьте 2 стейка толщиной около 3 см. Получится очень эстетично. Остальную часть качана просто нашинкуйте. Нашинкованную часть отправляйте в сковороду с половиной овощной смеси и перемешайте. Тепло от сковородки и овощей слегка припарит капусту, а она в свою очередь слегка остудит смесь. Теперь очередь теста. В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Я использую сметану 15%. Всыпьте в смесь муку, добавьте разрыхлитель и соль. У меня 2 чайные ложки без горки, но ориентируйтесь на свой вкус. Перемешайте тесто до исчезновения комков. Разделите тесто надвое. Одну часть теста влейте в отложенную овощную смесь, ту, которая без капусты. Для удобства перемешивания я вливаю тесто к овощам в 2 приема и оставляю немного теста для верхней части пирога, примерно треть.
Овощную смесь с тестом распределите по дну формы для выпечки. Сверху вылейте оставшуюся небольшую часть, вот ту самую, которая примерно треть. Теперь погрузите в форму капустные стейки и как бы придавите их, пускай тесто немного проникнет между капустными листами. Если необходимо, можно аккуратно подрезать стейки, но у меня все вместилось. К тому же во время выпечки капуста еще уменьшится в размере. Немного присолите капустные стейки сверху и сбрызните их маслом, чтобы во время запекания они аппетитно подрумянились и аппетитно блестели. В ранее отложенную половину теста отправляйте ту часть овощей, которая с нашинкованной капустой. Перемешайте до однородности. Выложите смесь в форму для выпечки и разровняйте. Поверх пирога выложите полоски грудинки или бекона. Отправляйте пироги в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовиться они будут примерно 45 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Уверена, такие капустные пироги понравятся даже тем, кто не очень любит овощи. Самый простой и быстрый домашний десерт для сладкоежек – это кекс в микроволновке. Приготовить его сможет каждый, набор ингредиентов минимальный. Но я добавила в этот популярный десерт небольшую изюминку – пропитку. Она превратит его в то, что вы будете есть, закрывая глаза от удовольствия. Вы, конечно же, можете готовить по этим рецептам кексы и без пропитки, если не любите влажные бисквиты. Кстати, эти кексы готовятся без яиц. Первым делом сделаем пропитку. Кекс будет готов очень быстро, так что потом мы не будем возиться и можно будет сразу приступать к поеданию. Итак, вареную сгущенку смешайте со сливками и перемешайте, чтобы жидкость стала однородной. Затем влейте молоко и перемешайте еще раз. У нас готов вариант пропитки 3 молока. Тесто для кекса в микроволновке удобно смешивать прямо в чашке, в которой вы будете его готовить. Но чтобы вам была лучше видна консистенция теста, я буду использовать прозрачную пиалу. В пиалу всыпьте муку, добавьте сахар, всыпьте щепотку соли и разрыхлитель. Перемешайте смесь сухих ингредиентов, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по смеси. Влейте в тесто растопленное сливочное масло и молоко. Перемешайте до однородности и исчезновения сухих комочков. Теперь я перекладываю тесто в чашку, а если вы смешивали уже в ней, то просто отправляйте чашку в микроволновку. Готовьте кекс в течение 1 минуты, если мощность вашей микроволновки 1200 Вт. У моей 900 Вт, так что я готовлю 1,5 минуты. В процессе приготовления кекс сильно поднимется, а затем немного осядет. Готовый кекс не должен быть резиновым и пересушенным, но при аккуратном надавливании на него пальцем он должен пружинить. Горячий кекс проткните в нескольких местах зубочисткой и вылейте ранее подготовленную пропитку. Дайте ей впитаться. Дополните кекс взбитыми сливками, а я добавила еще немного рубленых орехов для красоты. На одну порцию возьмите 4 столовые ложки муки, 1 столовую ложку какао-порошка, 2 столовые ложки сахара, половину чайной ложки разрыхлителя и щепотку соли. Жидкие ингредиенты: 3 столовые ложки молока и 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Для пропитки потребуется 2 столовые ложки шоколадного сиропа, 4 столовые ложки сливок 20%, а для подачи немного шоколада. Начнем с пропитки. Шоколадный сироп смешайте со сливками до однородности. Ссылку на рецепт домашнего шоколадного сиропа я оставлю в описании под видео. В отличие от магазинных вариантов, в нем больше какао, и поэтому он получается очень насыщенным и не таким приторным.
Тесто. Отправляйте в миску или прямо в чашку муку, сахар, какао-порошок. Добавьте соль, разрыхлитель. Перемешайте для распределения разрыхлителя. Влейте к сухим ингредиентам масло и молоко. Перемешайте до однородности. Чашку с тестом отправляйте в микроволновку и готовьте кекс 1 минуту при мощности 1200 Вт или 1,5 минуты при 900 Вт. В готовом кексе сделайте несколько проколов зубочисткой и залейте его пропиткой. У меня осталось немного взбитых жирных сливок от предыдущего кекса 3 молока, поэтому я использую их тут. Плюс немного рубленого шоколада для красоты. Идеальный десерт для истинных любителей шоколада. Идеальный десерт ко дню всех влюбленных. Идеальный десерт для всех, кто не хочет долго возиться с приготовлением. Раз, два, три и десерт ресторанного уровня на вашей тарелке. Готовим шоколадный фондан. Если интересно, продолжайте смотреть. Готовить шоколадный фондан удобнее всего вот в таких вот керамических порционных формочках. Банально удобнее его подавать. Вы просто переворачиваете все это дело на тарелку, и ваша шоколадная нежнятина не развалится и не повредится. Согласитесь, если вы готовите сразу несколько фонданов в форме вот такого плана, то риск повредить какой-то, как минимум один, 100% будет. Если же вот таких вот керамических формочек у вас нет, можно использовать какие-то керамические чашки подходящего размера. На 4 порции возьмите 160 граммов черного шоколада, 100 граммов сливочного масла, 80 граммов сахара, у меня кокосовый, но подойдет и самый обычный белый, 60 граммов муки, 4 яйца, а также немного масла и какао-порошка для отделки формочек. Формочки для выпечки смажьте сливочным маслом и щедро посыпьте какао-порошком. Делаем французскую рубашку только с какао. Порошок придаст дополнительную глубину вкусу корочки, но если эта горчинка вам не нравится, возьмите вместо какао муку. Удобнее всего подготовить формочки в начале приготовления, потому что весь остальной процесс занимает считанные минуты. Тесто, шоколад смешайте со сливочным маслом и растопите на водяной бане или в микроволновке. Я использую шоколад 74%. Будьте осторожны и не перегрейте шоколад, иначе он свернется. Я топила смесь в микре, и это заняло у меня 1 минуту, в середине которой я достала миску из микроволновки и слегка перемешала шоколад с маслом, чтобы нагревание шло равномерно. Вымешайте смесь до однородности. Вбейте в глубокую миску яйца и всыпьте к яйцам сахар. Напоминаю, что использую кокосовый, но подойдет и обычный. Кокосовый сахар дополнительно придаст карамельный оттенок вкусу фондана. Ссылки на несколько вариантов оставлю в инфобоксе. Перемешайте смесь до однородности венчиком. Теперь введите в яичную основу смесь из шоколада с маслом. Перемешайте. Масса станет вязкой и похожей на шоколад. Всыпьте в тесто муку, просеяв ее через сито. Перемешайте до полной однородности.
Вылейте тесто в подготовленные формочки и выпекайте при температуре 210 градусов в течение 10 минут. Достав фондан из духовки, дайте постоять ему в формочке в течение 5 минут, после чего вы без проблем извлечете его из формы. Посыпьте готовый фондан какао, дополните фруктами или ягодами, а если чистый вкус шоколада вам захочется разбавить чем-то нежным, дополните его мороженым, густым жирным йогуртом или сливками.